Боец, боец. Дельфин прям. Итак, друзья, сегодня у меня дальняя поездка вот по таким живописным району на дальний пруд. Но мне не нравится, что он далеко от Воронежа. Именно там я и найду трофейную рыбу свою. Итак, путь. Сегодня я выехал на рыбалочку на пруд, который очень-очень далеко удален от Воронежской области. Мне интересны такие пруды стали, потому что там есть карпы, амуры, толстолобы, очень трофейных, хороших размеров. Ну, со слов, естественно, рыбаков. А то, что рядом находится с Воронежем, оно уже там приезжаешь и вот сидишь 50-40 человек вокруг тебя. И большая плотность, и не очень интересно. Пруд в селе Шевченково. Он находится за россушью. Уникальность этого пруда в том, что я очень люблю ездить на пруды, которые имеют карпа, толстолоба и амура. Вот именно сейчас я приехал на эту рыбалочку. Очень таких много водоемов в Белгороде, а вот в Воронеже нету. Либо толстолоб, либо карп, а вот чтобы все три рыбы ловилось, очень мало. Пока я ехал, изменилась температура. Днем вчера было 36, а сейчас прошел дождь, прям хороший, шквальный в течение часа. И охладилось до 25. Мне кажется, это хороший признак для рыбалки. Я распаковываться. Уже начал доставать, там пару ведер, куда осталось прикормки. Сейчас быстро переосношусь, поставлю в начале удилища, а потом лагерь. Отмаркерился. Поставил ротпот и вот закидываюсь. Первые, как говорится, полетели. Так, пока поставлю 3 удилища, чтобы отмаркериться, с правой точку тоже определиться. Сейчас пока у меня одна точка, я ловлю вокруг нее. Ну что, держим кулачки, когда первая палка поедет. Прикорм у меня сегодня состоит из одних зерновых. Можно ловиться и на зерновые успешно. Для меня самое главное сейчас массово закормить, чтобы перекидать пол-ведерка зерновых в ночь в корм.
создать массовое большое пятно. Где-то 5 метров, наверное, круг. У меня круг не получится, а вот так вот метров 5 получится по горизонту. Кормлюсь я двумя видами зерновых. Вот эти зерновые я не варил, просто залил водой. Здесь рапс, проса, там вика, отруби. Такая пылящая зерновая смесь. В общем, здесь 6 или 8 ингредиентов. Ну, все сделано для того, чтобы много мелкого было корма. Так, и второе, то, что я отваривал. А здесь конопля, кукуруза и пшеница. И, естественно, пропущенная через мясорубку. Мне кажется, отличная такая смесь. Хоть кажется, что она скомканная, но при попадании в воду прям она сразу рассыпается вот так в воде. Я уже прикормился. При маркерении я просто не стал снимать, потому что дождь шел. И еще маркер оторвал. Пришлось за ним плавать. Вот видите, волосы мокрые. В общем, все делал в дождь. Вот сейчас он закончился. Ну и закинулся. Жду поклевки. Вот такой ночной паучок. И здесь, наверное, их много. Ждет свою добычу. Здесь очень много насекомых, комаров, всего остального, мошки. Блин, при таком увеличении мне самому аж жутко на него смотреть. Первая поклевка, вообще ничего не было. Я думал, ничего вообще не поймаю. А так, вот первая поклевка. Трясет головой. И потихоньку. Вообще рыбы очень много, рыба очень хорошо ходит. Боец, боец. Дельфин прям. Есть. Ну что, ребят, начало положено. Утренняя зорька. Солнце только встает. Рыбы плещется очень много. Ребят, сейчас хочу вот взвесить сразу, сколько весит тут сумка. 800 килограмм. Ой. Ребят, всю ночь шел дождик и 0 поклевок. Сейчас утренняя зорька, встает солнце. Первая поклевка результативная.
Это у меня был Вахтерс. Разорвал его стики бейтс. Клюнул чешуйчатый. Вообще очень много плещется рыбы. Большое количество. А, вот он. Это Вахтерс. Вот. Желтенький. Пенаполон бутырикс. Очень много плещется. Всю ночь плескалось много рыбы. И вот первый только чешуйчатый подошел. Я думал, клевать не будет. Даже дразнится. То есть очень много рыбы. Прям реально ходит, гуляет. Глубина небольшая в моем свиме. 2,43 метра максимум. И наконец я дождался его. Вот он. Ну, красивый. Ничего не могу сказать. Хорошо сопротивлялся. Хороший карп. Добрый, хороший карп. Вот видите, 6900. Ну, ребят, хорошая пятерочка. 5100. Меня она очень порадовала. Не знаю, мне очень понравилась. Такая красивая рыба. И очень хорошо сопротивлялся. И паровоз довольно-таки тоже интересный был. Наконец-то я разловил. Сейчас надо приканчиваться, ставить рыбу на точку. Перезакидываться. Всю ночь плещется огромное количество рыбы. Реально большое количество рыбы. Но вот браться она не берется. И вот у меня первая поклевка за сутки. С вчерашнего дня очень много было как раз вот этих всплесков. И в точке, и за точкой, и везде. Опа. Давай, друг чешуйчатый. Вперед. Из песни. Странно, под нос пошел. И не спешит. Начало положено. Все будет отлично. Сейчас пересаживаюсь, перезакидываюсь. И дальше кормлю точку. Не ошибся я. Время 5 утра. Как раз произошла поклевочка. Насажу я тоже в Вахтерс. Ну, раз он работает, значит надо продолжать на него ловить. Ребята вон катаются на кораблях туда-сюда. Ну, раз меня разбудила рыбка, буду тогда пить кофе. И настиг. А другие насадки сейчас пересажу. Я всегда отбиваю точки для того, чтобы ловить на одном месте. Раз клюнул, значит там проход рыбы. И кормится там. Поэтому на колышках всегда раскидываю длину. Отклипсовался и закидываться. Полетели. Отлично. Точно на ту же самую точку. Живописный коряжник с пеньками. Классный. Опа. Ребят, неожиданно. У меня поклевка, я пока прикалывался. А вот эта удочка я закинул просто. У меня стояла вообще без прикорма. Без стика даже закидывался. Просто подальше. И поехала палка. Мне уже это нравится. Раз она просто клюет. Эх ты, блин. Что-то я не пойму, что я тащу. Ребята, вот такая медная оснастка. Вот видите,
Кого-то что-то оторвало. Твою мать, а. Вокруг основной лески запуталась. Да еще на плетне ловят люди. О, смотрите, видите? Сейчас поотрежу его, лишь бы снять с основной лески. Зараза. Это может быть самое неприятное, что произойти при вываживании. То есть вы поймали чужую оснастку, вместо вываживания вы вытаскиваете крючки. Да еще 2 крючка. Как ты умудрился сюда поставить? На методную оснастку. На методную оснастку человек умудрился 2 крючка поставить. Вот, смотрите, видите? И 2 крючка. То есть с одной стороны стоит крючок вот здесь, медная оснастка, и со второй. Ну, ребята, это идиотизм. И плетенка. Километр. Все, блин. Не знаю, что там осталось еще. Не, ничего нету. Ну что, перезабрасывать. Блин. Вот, развод от толстолоба, он постоянно плещется. Толстолобик, он ходит кругами, его здесь очень много. Разводы постоянно от него. Но у него есть свое питание природное, вот эта зеленая ряска. Больше ему ничего не нужно, по ходу дела. Ну что, ребят, приятный карпик. Конечно, не то, что я ждал. Ну, где-то двушечка. Так, ну, в авторс работает. Опять, ребят. Оп. Оп. Давай я тебя покажу вначале, а потом ты поплывешь. Ну что, ребят, вот такая двушечка. Ну, кило 800, наверное. Ага. Точка работает, зерновые хорошо привлекают, бойлы клюют. Что вам нужно? Перезабрасываюсь, перенасаживаюсь и дальше. Ждем бигфиша. Ну что, ребят, война войной, обед по расписанию. Буду себе готовить есть. Вышло солнце, пекло начинается. Я не знаю, жарище, вчера дождь был, сегодня жара. Вот такой перепад температур. И ходит толстолобы, здесь тьма. Я подзакинулся, 2 удочки поставил на толстолоба. Так вот, вокруг не ходит толстолоб и не клюет, зараза. Я не знаю, что делать. Может, кто-то сталкивался с тем, что, может, как вот, здесь небольшая глубина, буквально 2,40, да, я ставлю, ну, и снизу пробовал, и в пол воды, и сверху там глубину. Ну, никак не берет. Везде ходит, везде толстолоб ходит. Уже сижу тихо, чтобы рыба подходила и не пугать ее. Но вот не получается почему-то его поймать. Может, кто совет даст, как ловить в мелких водоемах, где куча толстолоба, и напишет, хотя, в принципе, я умею вроде бы ловить его, и ловил хорошо. И сейчас вот такие проблемы, странно.
Все, готово. Пока яичница остывает, решил наделать стиков. Сейчас очередной перезаброс. Стики у меня из смеси пелится. Сыпуху я не добавляю. Жидкость чуть добавил. Ароматизатора. Мед. Сейчас лето. Медика чуть-чуть. И наделать хочу с десяток стиков. Верхоплавки прячутся в тени. Ребят, пока прикамлился, произошла поклевка. Но вот я сдвинуть не могу. К себе точно. Пока разматывает. Вот видите? Блин, сошел. Вот такая красивая вечерняя зорька, рыба начинает ходить. В надежде на поклевку, что сейчас клюнет. Там разводы, как раз вот ходит рыбка. И вот здесь тоже, вот видите, пошли разводы. Так, рыбка двинулась после жаркого дня. Сегодня градусов 36, наверное, было. Под тем берегом плещется. Поставил одинокий поплавок, и что-то он как-то не очень. Толстолоб ни разу не подошел. Ребят, вот видите, зеленая вещь плавает. Вот когда на пруду вот эта зелень плавает, то вот толстолобик практически никогда не берется в таких прудах. Вот это одна из причин, почему я не поймал толстолобик. Толстолобика много питания, и поэтому он не клюет. Он обычно отключается от клёва, когда вот водоем начинает цвести. Соответственно, естественного питания много, и не нужен никакой планктон ему. Поэтому он, возможно, это одна из причин, то, что не клюет. Ну что, ребят, рыбка плавает в пруду, не поймаешь ни одну. Ну вот, не самое, конечно, приятное. Сейчас уже рассвело, и, по сути дела, за ночь и за утро у меня ни одной поклевки. Возможно, это связано с тем, что пруд специфичный, и, возможно, это связано все-таки с тем, что 35 градусов жары, все сказывается. Когда я приехал в первый день, дождь был, и вода охладилась, и хоть как-то рыбка шевельнулась. Сейчас вот рыбу видно, что она гуляет, также хорошо гуляет, но ничего не клюнуло.
Ну, и такие бывают рыбалки. В жару все-таки расшевелить пруд не самая простая задача для меня. Если кто-то сталкивался с такими вещами, то расскажите, как это лучше всего делать? Ну что, ребят, только я сказал, что ничего не клюет, поехал палка. А хотел перезаброситься. Блин, ну там, походу, дело в корягу. Неразгадный для меня водоем. Вот он сидит, раз, бьет, а я его не могу что с ним сделать. Ну что, попробуем отпустить. Не, жесткий зацеп. Коряк там, конечно, полно. Жара, комар уже. Вон он летает, прячется от жары. Питания здесь, конечно, для рыбы очень много. Насекомых очень много. Смотрите, ребят, вчера подъезжал ко мне человек поздороваться на пруд. Даже здесь есть знакомые, даже в этой далеком пруду. Смотрите, мне он сказал, что я не в том направлении ловлю. Наверное, и правда не в том направлении, потому что туда, куда кидал, там коряги уже 3 или 4 зацепа, и я тут ничего не вытащил. Он сказал, надо кидать вот так. Кто бы знал, да? Вот. Ну, буду теперь знать, что в следующий раз я обязательно сюда приеду. Здесь есть, он мне показывал толстолоба на 11, карпа такого же, амура, все за червонцы. Так что надо было ловить вон в ту сторону. Там нет коряг, и там есть возможность вытащить. Ну ладно, и на этом хорошо. Пруд очень живописный, хочу сказать. Очень много рыбы. Толстолоб, карп, амур здесь 100% есть. Также лещ. Вот. И он необычный. Здесь и лес, и лавша разные. И также здесь сектора. Здесь их немного. Ну, буквально раз, два, три с этого стороны. И вот на расстоянии там 100 метров раз, два, три еще стоят. Вот мосты. Мостов там они поплотнее стоят, но все равно места ловли очень много. Вот. И туда уже к плотине. С самой плотины никто не ловит. Если вы видите, за моей спиной очень сильно плещется рыба. И хочется сюда вернуться. Пруд хороший, Шевченко. Поэтому могу порекомендовать. Рыбы здесь много. Просто у меня так не сложилось много ее поймать. И трофейной много. Поэтому в следующий раз я обязательно вернусь. Поехала. Поехала, да? Что, ребят, я уже приготовился к тому, что все, я уезжаю. И без поклевок. А нет, пруд не отпускает. Сменил локацию, ушел от коряг левее. Там прикорм нет, просто на стиках закинулся. И вот вам результат. Так что рыбка есть, она поклевывает. Я просто не разобрался. Оказывается, надо в моем секторе вот так туда кидать, кормить. Там нет коряг. В общем, все по принципу век учись, век живи. Оп. Вот такая бодрая полторашка. Клюнул на желтый поп-ап с ход демоном. Не знаю, может что-то еще проскочит. Продолжаю ловить и собираться. Сейчас тебя отцеплю. Ребят, пруд удивляет. Вот второй паровоз. Ну что, ребят, я не знаю. Это, наверное, как спасибо. Пруд мне говорит. Сразу же, вот только завел в подсак, думаю, сейчас пойду крючок сниму, все остальные дела сделаю. И сразу же второй паровоз. Наверное, пруд говорит спасибо, что приехал. Сразу вот таким дуплетом. Ну, тоже что-то небольшое.
Блин, не там ловил, ё-моё, надо было вон туда кидать, я бы уже наловил там трофеев. Но кто бы знал, что надо зайти на мост и кидать в ту сторону. Буду тот же самый подсак сейчас заводить. И кинул-то левее на 20 метров и наобум со стиком. Опять небольшой экземпляр. Я уверен, там при мне плескался, там выпрыгивал на пятерку, это минимум. Прям карп, я аж не ожидал, что карп так прыгает. Опа, еще один. Ребят, ну это крупнее. Ребят, это покрупнее. Это четкая двушка. Слушайте, ну я рад. Хоть так-то. На прощание поклюет. Итак, ребят, моя рыбалка заканчивается, и хочется небольшое резюме по пруду сказать. Смотрите, пруд очень интересный. Вот так я померил дальномером 300 метров. И примерно вот в ту сторону, с той стороны до той стороны, где-то 900 метров. Сам пруд имеет такой вот прямоугольник, получается, 300 на 900. Очень уютный, очень хороший. То есть, если ставить с этой стороны или с той стороны, вы не перекинетесь никогда. С той стороны тихая зона, там вообще никто не ловит. Блин, ну вон толстолоб, вон идут. Ребят, не знаю, видите вы, нет. Вот такие прям плавники ходят толстолоба. Передо мной, вон там в корягах плескались вот такие чушки, прям выпрыгивали карпов. Вот здесь проходил рядом в 10 метрах амур, и ничего не клюет. Но это связано с жарой. 36 градусов все-таки жара и мелкий пруд, поэтому рыба все-таки, мне кажется, из-за этого не питается. Первое. Второе. Здесь очень илистое дно, много естественного корма. А толстолоб не питается, мне кажется, только потому, что здесь зелень, он подцветает все-таки, мелкий водоем. И естественного корма очень много. Подходили разные люди, знакомились, разговаривали мы с ними. В общем, суть одна. Как только похолодает, надо сюда ехать, и здесь очень хорошо клюет трофейный карп. Трофейный амур, трофейный толстолоб. Поэтому я хочу сюда, правда, реально вернуться. Классно. Я вот такого шоу, вот делал, чтобы столько рыбы, и она показывалась, не стеснялась, плескалась. Еще в этом году ни на одном водоеме не встречал. Осталось дождаться времени, вовремя приехать и половить. Так что, ребят, всем, кому понравилось видео, подписывайтесь, делитесь видео и приезжайте. Я рекомендую, хоть я и немного поймал, но я рекомендую, этот пруд очень интересный, реально. Ну а мои ошибки в том, что я выбрал за корягой, и у меня было 3 хороших схода. Так бы это были мои рыбы. Сместился, сразу поклевки начались, но там я точку еще не кормил. Но это уже следующая история, следующей рыбалки.